Итак, Volkswagen только что представил свой новый электрический кроссовер ID. Cross, а XPeng тем временем продолжает выход на европейский рынок с новым L03, стартовая цена которого составит менее 36 тысяч евро. А это значит, что он обойдется дешевле, чем ID Polo или ID Cross в максимальной комплектации. При этом перед нами куда более крупный автомобиль с большим запасом хода. По своим габаритам L03 напрямую конкурирует с такими моделями, как Tesla Model Y и Volkswagen ID4. Новинка доступна как в полностью электрическом исполнении, так и версии с бензиновым увеличителем хода. Неужели новые немецкие модели обречены еще до своего официального выхода на рынок? И это действительно очень важный вопрос. Сегодня мы детально изучим экстерьер, интерьер и технологии абсолютно нового Xpeng L03. С вами Томас, авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Начнем с передней части кузова, окрашенной в очень приятный фиолетовый цвет. Кстати, фиолетовый цвет сейчас становится все популярней. Спереди нас встречают современные дневные ходовые огни и, разумеется, характерная закрытая передняя часть электромобиля. Нижние заслонки воздухозаборника открываются только при необходимости. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,228. Очень низкий показатель для автомобиля в формате кроссовера. При этом заметно, что L03 не отличается большой высотой. По характеру он скорее напоминает приземистый кроссовер. Из-за парящей линии крыши дизайн слегка перекликается с Toyota CHR. Возможно, вы уже знакомы со старшей моделью Xpeng G6. Так вот, L03, короче ее всего на 10 см. Длина кузова составляет 4,65 метра, но при этом он ощутимо ниже. Если G6 это полноценный высокий кроссовер, то L03 выполнен в более низком кузове с кроссоверным профилем. На выбор доступны колесные диски диаметром 18 и 20 дюймов. Сейчас установлены 18-дюймовые. 20-дюймовые колеса положены только топовой версии Ультра, о которой мы поговорим чуть позже. Задние крылья выглядят очень выразительно. Автомобиль оснащен независимой задней подвеской, а на выбор предложены версии с задним или полным приводом. С большой батареей и задним приводом разгон от 0 до сотни занимает 6,6 секунды. Полноприводная модификация получает дополнительный электромотор на передней оси и справляется с этим спринтом всего за 4,5 секунды. Ультра это флагманское исполнение. Помимо 20-дюймовых дисков, такая версия оснащается тремя ИИ-чипами Turing, отвечающих за работу более продвинутых систем помощи водителю и автопарковщика. В базовых версиях этого оснащения нет. Как уже упоминалось, стартовая цена в Германии составит чуть менее 36 тысяч евро за версию с базовой батареей. Всего на выбор доступны два варианта емкости аккумулятора. Сзади мы видим аккуратно интегрированную светодиодную полосу. С этого ракурса дизайн кормы немного напоминает модели Porsche. Лючок зарядного порта расположен с другой стороны кузова. Полностью электрический L03 предлагается либо с LFP батареей емкостью 56 кВт-часов, либо с увеличенной батареей на 69 кВт-часов. Зарядка переменным током возможна мощностью до 11 кВт. Версия с более емким аккумулятором поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью почти 240 кВт. Все модификации способны зарядиться с 10 до 80% примерно за 20 минут. И это весьма интересный результат. Учитывая, что автомобиль построен на 400-вольтовой бортовой архитектуре. На первый взгляд 400-вольтовая архитектура может показаться недостатком. Например, старший и более дорогой G6 использует 800-вольтовую систему. Тем не менее, время зарядки от 10 до 80% за 20 минут – отличный результат. Xpeng выжимает максимум из возможностей 400-вольтовой системы и, судя по всему, обеспечивает хорошую кривую мощности зарядки. У полностью электрической версии под капотом также предусмотрен передний багажник. Кроме того, доступна модификация с увеличителем хода. Колеса здесь всегда приводятся в движение электромотором. Но как только LFP батарея емкостью 37 кВт начинает разряжаться, запускается двигатель внутреннего сгорания, который работает как генератор. Это 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель. Кстати, капот полностью электрической версии оснащен газовыми амортизаторами. А сам передний багажник достаточно вместителен. Сюда поместится не только зарядный кабель, поэтому он действительно практичен. Прежде чем перейти в салон, обратим внимание на дверные ручки. Они спроектированы с учетом актуальных китайских стандартов безопасности. Ручки утоплены в кузов в стиле решения от BMW, но при этом сохраняют возможность механического открывания. Боковые стекла здесь не ламинированы, что вполне простительно для данного ценового сегмента. Впрочем, само стекло достаточно толстое. Дверь закрывается с приятным глухим звуком, несмотря на то, что здесь использовано безрамочное остекление. Для безрамочных дверей это довольно хороший результат. Для салона прилагаются две цветовые схемы – светло-серая и темно-серая. В нашем автомобиле установлен светлый интерьер, и он, пожалуй, выглядит наиболее выигрышно. Итак, мы внутри светло-серого салона. Контурная подсветка здесь аккуратно утоплена, а верхняя часть дверной карты отделана мягким пластиком. Блок управления стеклоподъемниками классический, с привычными физическими клавишами. Внутренняя ручка открывания двери проста и интуитивна.
Нижняя часть двери выполнена из твердого пластика, однако на дне кармана предусмотрен резиновый коврик. Еще раз обратите внимание на светло-серую гамму. Руль обтянут приятным материалом без компонентов животного происхождения. На ощупь материал очень мягкий и производит качественное впечатление. По обеим сторонам руля расположены физические поворотные регуляторы с металлической насечкой. Один из них отвечает за регулировку громкости. Также предусмотрены физические кнопки для управления ассистентами водителя и режимами движения. В обеих цветовых гаммах сиденья обиты качественной искусственной кожей. В нашей версии интерьер разбавлен фиолетовыми акцентами, перекликающимися с цветом кузова. Материал кресел невероятно мягкий, а подушка сиденья обеспечивает отличную поддержку бедер. Очевидно, что комфорту в Xpeng уделили особое внимание. Клавиши электрорегулировок сидений обрамлены такой же металлической насечкой. Здесь же расположен переключатель настройки поясничного упора. В максимальной комплектации Ультра передние кресла оснащены полноценным 14-точечным массажем. В более простых версиях полного массажа нет. Вместо него доступна упрощенная функция релаксации, которая в основном выдвигает и задвигает поясничный упор. Кресла действительно очень удобны. По посадке и углу сгиба колен заметно, что это далеко не высокий классический кроссовер. В том же G6 вы сидите гораздо вертикальнее, как в традиционном кроссовере. Здесь же посадка ниже и более спортивная. Тем не менее, по длине L03 сопоставим с такими моделями, как Skoda Elroq или Volkswagen ID4. Хотя стоит на уровне автомобилей классом ниже, это действительно удивляет. Рулевая колонка регулируется как по вылету, так и по высоте. В отличие от версии для китайского рынка, европейский L03 получил отдельный цифровой щиток приборов. Покупатели в Европе и США обычно очень ценят наличие перед глазами отдельного приборного экрана. Дисплей достаточно крупный, хотя и прикреплен непосредственно к рулевой колонке. Из-за этого фокусное расстояние до него относительно небольшое. Скомпоновать его глубже в переднюю панель не получилось, но это не проблема, так как в автомобиле также есть проекционный дисплей. При этом практически все оборудование уже входит в базовое оснащение. Интересная деталь. В салоне предусмотрены резьбовые крепления стандартного размера 1/4 дюйма. В них можно вкручивать различные аксессуары или держатели для камер. Возможно, мы воспользуемся ими во время тест-драйва в движении, хотя, скорее всего, продолжим использовать привычные крепления на присосках. Качество сидений действительно впечатляет. Мой рост 1,89 м, и над головой остается отличный запас пространства, где бы я ни измерял. Кстати, вся обивка потолка также выполнена из приятного мягкого материала. И взгляните вот на это. Лия явно ценит косметическое зеркальце с подсветкой. Оно просто огромное. Привет, Лия. Сделано мягким материалом. Подобный подход мы все чаще видим у новых китайских производителей. Они уделяют большое внимание тактильному восприятию и ощущению качества в салоне. Разумеется, нам еще предстоит проверить, как все это проявит себя на ходу и не появятся ли посторонние шумы. Но при эстетическом осмотре качество сборки интерьера производит очень хорошее впечатление. Единственное, о чем стоит помнить, рослые водители сразу заметят, что здесь нет высокой вертикальной внедорожной посадки. По ощущениям, это скорее классический приземистый кроссовер. Добро пожаловать в кокпит. Центральный дисплей имеет диагональ 15,6 дюйма, и через него управляет большинством функций автомобиля. За выбор режимов движения отвечает подрулевой селектор. Это очень удобное решение. Лие такая схема определенно нравится. Каждый раз, когда она пересаживается из Мерседеса в другой автомобиль, она на автомате пытается переключить передачу правым рычагом и вместо этого случайно включает дворники. Здесь же левый подрулевой переключатель традиционно отвечает и за дворники, и за указатели поворота. Автомобиль оснащен огромной панорамной стеклянной крышей, простирающейся практически над всем салоном. Дополнительной выдвижной шторки здесь нет, однако само стекло имеет встроенную защиту от нагрева. Вся передняя панель обтянута мягким пластиком, и в целом качество материалов очень хорошее. Вот еще одна из тех самых резьбовых точек крепления 1/4 дюйма. Вокруг снова приятные мягкие поверхности и аккуратно интегрированная контурная подсветка. Подбор материалов безусловно отличный. Бардачок классический, не слишком объемный. Зато в передней части центральной консоли предусмотрена дополнительная ниша. Наверху расположена 50-ваттная площадка для беспроводной зарядки смартфона с активным охлаждением. Подстаканники оснащены удобными адаптивными фиксаторами. Под подлокотником прячется еще одна ниша, причем очень глубокая. Внутри расположены разъемы USB-C и USB-A. Под самой центральной консолью находится еще один ярус для хранения. Он уходит неожиданно далеко вглубь консоли. Не совсем уверен, зачем нужна такая глубина. Возможно, отсек задумывался под бутылки. Чуть дальше внутри виднеется нечто похожее на трехконтактный электрический разъем. Поскольку перед нами предсерийный презентационный образец, нужно будет проверить, сохранится ли он на серийных автомобилях. И в любом случае мест для хранения здесь действительно много. К детальному разбору заднего ряда мы перейдем совсем скоро. Но главное впечатление спереди – это комфорт. Кресла великолепны, а посадка остается очень приятной, пусть она и не слишком высокая. Лично я все же предпочел бы физические регуляторы климат-контроля. Но хотя бы сенсорные элементы климат-контроля расположены на экране ближе к водителю. Так что дотягиваться до них вполне удобно. Важный плюс – передние сиденья оснащены подогревом и трехступенчатой вентиляцией.
Это касается и водительского, и пассажирского кресла. Подогрев руля также входит в комплектацию, и весь этот набор комфортного оснащения уже входит в базовую комплектацию. Да, версия с увеличенной батареей обойдется на пару тысяч евро дороже, но просто оцените, какой объем оснащения вы получаете за эти деньги. Это создает серьезное давление на традиционных автопроизводителей. Покупатели неизбежно зададутся вопросом, почему они должны платить больше, получая при этом меньше оснащения? И это сейчас один из главных вопросов во всей автоиндустрии. Салонное зеркало заднего вида сделано безрамочным, что выглядит весьма изящно и стильно. Для разработки этого автомобиля в Xpeng привлекли немало европейских специалистов. К примеру, шеф-дизайнер экстерьера ранее занимался дизайном экстерьера Ferrari. К слову, он не имеет отношения к концепту Ferrari Lucci. Тот проект создавался бывшей дизайнерской командой Apple. Даже скрытые от глаз зоны, вроде внутренних боковин сидений, проработаны очень аккуратно. Мест, где качество исполнения резко падает, здесь практически нет. Поясничный упор пассажирского кресла способен выдвигаться невероятно сильно. Серьезно, сиденье с ним выглядит почти беременным. Разумеется, задвигается он обратно с помощью электропривода. Повторюсь, обивка сиденья фантастически мягкая. К ней хочется прикасаться снова и снова, настолько приятен материал на ощупь. В целом, качество сборки и отделки интерьера оставляет очень хорошее впечатление. При разработке мультимедийной системы Xpeng пришлось внести ряд изменений, чтобы адаптировать ее под вкусы европейских покупателей. Ведь Европа является одним из ключевых рынков для этой модели. Автомобиль оснащен многочисленными камерами, включая полноценную систему кругового обзора на 360 градусов. Но что еще важнее, встроенная навигационная система основана на картах Google Maps. Здесь важно различать два момента. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto предусмотрена, что крайне важно, ведь клиенты ждут этих функций по умолчанию. Виджет интеграции смартфона расположен в левой части дисплея, и при желании его можно развернуть. При этом сама штатная навигация работает непосредственно на картографии Google Maps. До сих пор ни один другой китайский производитель не реализовывал эту технологию именно таким образом. Те же Volvo и Polestar используют полную экосистему Google Automotive OS. Xpeng же пошел по иному пути. Xpeng стал одним из первых производителей, наряду с Mercedes-Benz, кто сохранил собственную операционную систему, но глубоко интегрировал в нее навигацию Google Maps. В отличие от них, Polestar и Volvo базируются на полноценной платформе Google с нативным сервисом Google Maps. Какое решение лучше, как и всегда, везде есть свои плюсы и минусы. Самое главное, все навигационные данные, включая информацию о дорожной ситуации в реальном времени, поступают напрямую от Google Maps. При этом сам интерфейс выглядит и ощущается как фирменная система Xpeng. Mercedes придерживается аналогичной философии. Компания стремится сохранить узнаваемый фирменный стиль своего интерфейса, но использовать технологии Google Maps под капотом. Теперь переместимся на задний ряд. Верхняя часть задних дверных карт также практически полностью обтянута мягким пластиком. Внутренняя ручка открывания расположена прямо здесь. Даже эта зона подшита мягким материалом. Лишь нижний внутренний сегмент выполнен из твердого пластика. Но в дверном кармане все равно предусмотрен резиновый вкладыш. На обоих крайних задних местах установлены крепления Isofix. Задний диван отделан такой же невероятно мягкой, качественной искусственной кожей, как и переднее кресло. Поверьте, к этим сиденьям действительно приятно прикасаться. Материал очень приятен на ощупь. Центральный подлокотник откидывается и оснащен подстаканниками с адаптивной фиксацией. Спинки задних кресел можно регулировать по углу наклона, поставить их более вертикально или откинуть чуть назад для более расслабленной посадки. При настройке водительского кресла под мой рост 1,89 м сзади остается вполне комфортный запас места для ног. Это вполне достойный результат. Пол абсолютно плоский, ровный настил, как и положено автомобилю на специальной электрической платформе. Как я уже упоминал ранее, это далеко не самый высокий кроссовер. Однако с учетом того, что под полом расположена батарея, угол сгиба моих колен вполне естественный. Во многих других низких электромобилях из-за аккумулятора в полу колени приходится задирать гораздо выше. Глядя на такой уровень комфорта, невольно задаешься вопросом, а зачем вообще покупать автомобиль из более высокого сегмента? Ответ может скрываться в багажном отделении. И именно там разница по сравнению с более крупным G6 прослеживается четче всего. При моих 189 см роста никаких проблем не возникает. Здесь предусмотрены крючки для курток и одежды, а также дополнительные резьбовые крепления от на 1/4 дюйма под камеры или аксессуары. Контурная подсветка плавно переходит и на задние двери, а под одним из передних сидений прячется еще один выдвижной ящик, куда можно брать разные мелочи. Теперь перейдем к багажному отделению, объем которого составляет около 370 литров. Вот здесь как раз и начинает проявляться ограничение по сравнению со старшим G6. Высота погрузочного пространства под шторкой не слишком велика. Если поставить чемоданы формата ручной клади вертикально, натянуть шторку становится практически невозможно, придется укладывать их иначе. Разумеется, полку багажника можно просто снять, и тогда чемоданы поместятся без каких-либо проблем. Под фальшполом есть дополнительное подполье, хотя и не слишком глубокое. Кстати, эта секция, судя по всему, получила дополнительную шумоизоляцию, что весьма любопытно. Спинки задних сидений можно перевести в более вертикальное грузовое положение. Сам диван разделен на 3 независимо складываемые секции. Если задействовать все 3 фиксатора,
Задний ряд складывается полностью. Стандартная длина багажника составляет 86 сантиметров. Ширина между арками примерно 1 метр. В самой высокой точке высота проема достигает 64 сантиметров, а со сложными задними креслами предельная погрузочная длина до спинных передних сидений увеличивается до 1,85 метра. Теперь обратимся к официальным цифрам запаса хода по циклу WLTP. Автомобиль по-прежнему приводится в движение исключительно электромотором от LFP батареи емкостью 37 кВт-часов. Бензиновый двигатель используется исключительно для выработки электроэнергии. Версия с увеличителем хода также оснащается топливным баком объемом 42 литра. Xpeng заявляет о порядке 200 км пробега только на электротяге и общем запасе хода около 1000 км с увеличителем запаса хода. Насколько эти цифры соответствуют реальности, еще предстоит проверить во время полноценного тест-драйва. Что касается полностью электрических версий, европейские показатели WLTP составляют порядка 450 км для базовой батареи и около 520 км для модификации с увеличенной емкостью. В реальных условиях эксплуатации, включая скоростное движение по автомагистралям, от версии с увеличенной батареей стоит ожидать около 400 км запаса хода. Мне только что поступили более подробные данные по ценам. Как я уже упоминал, стартовая модификация обойдется чуть дешевле 36 тысяч евро. Версия с увеличенной батареей стоит чуть менее 39 тысяч евро. Таким образом, доплата составляет около 3000 евро. И это выглядит вполне разумным выбором. Полноприводный вариант обойдется примерно в 42 тысячи евро. За эти деньги вы получаете дополнительный электромотор на передней оси, топовое исполнение ультра с продвинутым вычислительным оборудованием и 20-дюймовыми колесными дисками оценено примерно в 47 тысяч евро. Ценообразование безусловно впечатляет. К тому же автомобиль заряжается относительно быстро, несмотря на использование 400-вольтовой архитектуры. Прибавьте сюда высокое качество сборки салона, отличный уровень комфорта, отдельно порадовало наличие удобных физических дверных ручек с традиционным механизмом открывания. Разумеется, нам еще предстоит выяснить, как L03 ведет себя на дороге. Именно динамика и управляемость станут решающим фактором. Однако общий пакет, особенно в привязке к ценнику, выглядит очень убедительно. Буду ждать ваши комментарии под этим видео. Лично мне все же хотелось бы видеть в салоне чуть больше физических органов управления. Возможно, я просто слишком консервативен для эпохи сплошных сенсорных экранов. Также будет очень интересно проверить, насколько удобно пользоваться интерфейсом на ходу. По крайней мере, Xpeng уже интегрировал Google Maps, Apple CarPlay и Android Auto. Поэтому в компании действительно учли запросы европейских автомобилистов. Совсем скоро мы проведем для вас полноценный тест-драйв Xpeng L03. А пока смотрите наши другие ролики про Xpeng и его прямых конкурентов.